Сегодня пойдет речь по монтажу светодиодной ленты. Как правило, стандартная длина одной светодиодной ленты, намотанная на катушку, 5 метров. С одной из сторон ленты припаяны провода для подключения ее к блоку питания. В большинстве случаев провода припаяны с двух сторон. Но это не значит, что ленту можно подключать одну к другой последовательно. Производитель не рекомендует последовательное соединение двух и более светодиодных лент. Потому что, во-первых, есть риск того, что перегорят дорожки, по которым протекает ток через всю светодиодную ленту, а во-вторых, на последующем подключаемом отрезке светодиоды не будут светить столь ярко, как заявлено производителем. Если у вас не более 10 метров ленты, расположите блок питания между светодиодными лентами. Такое подключение называется параллельным. Следующий способ – проложить провод от блока питания к светодиодным лентам. О сечении такого провода я расскажу в своем последующем видеоролике под названием «Как подключить светодиодную ленту к блоку питания» и расчет проводов и блока питания для светодиодной ленты. Ну и третий способ – использовать несколько блоков питания для подключения светодиодных лент. Для того, чтобы светодиодная лента хорошо и надолго приклеилась на нужную вам поверхность, перед монтажом светодиодной ленты необходимо тщательно подготовить эту поверхность. На шпаклеванные поверхности потолка можно клеить светодиодную ленту только после его окраски. Светодиодные ленты большой мощности сильно нагреваются, поэтому их лучше наклеивать на предварительно установленные и обезжиренные алюминиевые профиля, уголки или полосы. Используйте светодиодную ленту на основе скотча 3М. Такая маркировка скотча нанесена на ее обратной стороне, на защитной ленте скотча. Но, как показала практика, примерно через полгода светодиодная лента начинает отклеиваться. По моим наблюдениям, это происходит от того, что скотч от высоких температур за этот период теряет эластичность и высыхает. Затем, по законам физики, при включении светодиодной ленты происходит ее нагрев, и она расширяется. После отключения светодиодная лента остывает и снова уменьшается в размерах. На глаз эти изменения, конечно же, не видны, но в результате высохшая клеевая основа скотча отрывается от поверхности, на которую она наклеена. Суперклей не всегда помогает. Лента через время снова отваливается, а суперклей остается на поверхности. В этом случае используйте клеевой пистолет. После того, как наклеите светодиодную ленту, нанесите на ее края через небольшие расстояния капельки клея между светодиодами, в тех местах, где нет резисторов. Иногда так получается, что нам нужно загнуть ленту под углом. Это можно выполнить несколькими способами. Самый простой способ – это загнуть светодиодную ленту между светодиодами, где нет резисторов. Сделайте два загиба ленты под 45 градусов каждый в нужном вам направлении. Следующий способ – произвести замеры и разрезать светодиодную ленту по метке. В месте ее поворота припаять провода плюс к плюсу, а минус к минусу. Затем начинать клеить ленту от угла сначала в одну, а затем в другую сторону. Третий способ в точности повторяет предыдущий, только лишь с той разницей, что вместо пайки вам придется приобрести угловые соединители для светодиодной ленты. Однако я не рекомендую ими пользоваться, так как они не всегда достаточно прочно соединяют контакты светодиодной ленты, а порой и вовсе у них отлетают крышечки с защелкой. Для четвертого способа необходимо произвести точные замеры необходимого метража светодиодной ленты на каждый ровный участок. Затем порезать светодиодную ленту согласно полученным замерам и припаять в случае необходимости провода к концам ленты. Теперь остается поклеить ленту и подключить участки светодиодной ленты к блоку питания в удобных местах. Для этого способа рекомендую вам использовать несколько блоков питания. И напоследок еще несколько рекомендаций. Если лента будет использоваться в сухом, непыльном месте, то для монтажа подойдет открытая светодиодная лента. Но если есть вероятность попадания влаги, пыли и других частиц, то настоятельно рекомендуется использовать герметичную ленту. Жду ваших мнений, отзывов и комментариев. Задавайте интересующие вас вопросы.
Оставляйте заявки на видео по электрике. Это поможет мне делать более качественное и интересное для вас видео. Если вам нравится такой формат учебных видео, подписывайтесь на канал. Предлагаю вам другие видео на моем канале «Сам себе мастер», которые вы можете посмотреть, кликнув на заинтересовавшее вас видео.